Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, другие подруги. Ну а также мои дорогие зарубежные подписчики, здравствуйте тоже. Как вы понимаете, я все еще в поиске, выбираю новые ракурсы, под каким ракурсом, как камеру поставить, чтобы вам было лучше видно. Если вдруг какой-то ракурс вам особенно зайдет и понравится, не забудьте сказать об этом в комментариях, и я буду более серьезно его рассматривать. Ну а что касается бритья, сегодня осень. Сегодня 2 сентября, сегодня осень. Вчера было 1 сентября, осени еще не было. Вчера было лето, а сегодня 2 сентября, осень. Я чувствую осень не по датам календаря, я чувствую ее приход, я ее слышу, я понимаю ее запах. Сегодня утром, когда я вышел на балкон с чашкой кофе и с трубочкой попарить, я по запаху услышал: осень пришла. Осень пахнет необыкновенно, она как-то пахнет особенно. И вот даже те вороны, которые вокруг сидели на листьях, и то поддакивали: да, брат, да, осень пришла, держи 5, ты прав. И они это тоже чувствуют, потому что осень пахнет как-то настолько необыкновенно, что внутри что-то поднимается, и ты понимаешь, что да, сегодня будет замечательный день, сегодня все будет хорошо, и все дела, за какие бы ты ни взялся, они у тебя будут получаться. Именно на этой волне я бы хотел поговорить о предыдущем, несмотря на то, что сегодня бритье, просто бритье, о предыдущем розыгрыше. Ребят, своей вины в том, что произошло, я не вижу, как не вижу и вашей. Я к этому отношусь так: как случилось, так случилось. Я был в патовой ситуации, и отдать приз я не мог, и оставить себе тоже не могу, но несмотря на то, что оставил для других подписчиков, я должен был что-то сделать, потому что, отдая я эти призы вам, другие бы поднялись и сказали: почему, на каком основании, ты же не показал нам его подписку. Так вот, ребят, этих людей 13 человек, всех их вы сейчас можете увидеть на экране. 13 цифра, да? Так вот, невостребованных призов на сегодняшний день пока всего лишь 4. 5, 8, 11 и 15. ВКонтакте появился человек, который сказал, что он выиграл. Пока он толком ничего не объяснил, как и половина из вас. Привет, я выиграл, что мне делать дальше? Хотя и видео об этом говорил, человеческий фактор работает и тут. Я думаю, в течение дня я сумею выяснить, какой приз он выиграл. Останется 3. 3 приза на 13 человек, ну, в принципе, неплохие шансы. Я ищу способ, как выразить комплимент компании от канала этим людям. По сути, они и заслуженно, и незаслуженно пострадали. Да, де-факто они выиграли, де-юре я не смог показать вам, что они подписаны, хотя они подписаны. Поэтому предложение такое. Сейчас, если вот останутся, допустим, сколько там невостребованных призов, среди тех, кто выиграл, но не смог забрать, я бы вот, например, со своей колокольни взял бы еще один розыгрыш, провел. 3-4 приза на 13 человек, ну не такие уж и плохие шансы. То есть вот с моей стороны такой вариант. Потому что те, кто не получил, ребята, вы для меня не какие-то там... Вы точно такие же подписчики, как и все остальные. Мало того, половину из этих 13 я точно знаю, что они подписчики. Мне об этом доказывать ничего не надо. Потому что Денис Девятов, подписчик, Ларс Джерсон, подписчик, Алексей Беленя. Тут не могу со стопроцентной сказать. Антон Зотов, да. Антон Костышев, точно знаю. Никита Ишов, конечно. Иван Чеканков, точно. Николай Селиванков, не могу на память сказать. Евгений Рабчик, тоже не помню. Евгений Васюченко, так не могу сказать. Юрий Юлыгин, да. Лерич Иванович, точно. Максим Добсон, да. Это я знаю без всяких проверок. Но я не смог этого показать. Поэтому, ребята, если вам подходит этот вариант, скажите «да». Если не подходит, давайте свой вариант, мы его рассмотрим. И все-таки какой-то статус-кво мы присоединим. Ну а сейчас, наверное, все-таки бритье. Вы идите на крупный план. Узнаете, помимо того, чем мы сегодня будем бриться, еще мое отношение к людям, которые называют себя гуру. И, в принципе, начинаем бриться. Все, давайте, вы догоняйте, а я тут начинаю. Прежде чем мы начнем по основной теме, хотел бы вам рассказать о мыле от компании Quantum Satis Ольга. Мыло с нуля Фи. Мылся им больше 1,5 недели. Основной состав, из чего оно сделано, вы можете почитать здесь.
Но от себя хочу заметить, что можжевеловая пудра, пихтовая пудра и прочие вот эти вот миндальные и кориты. Ребята, здесь я этого ничего не чувствовал. Здесь, знаете, какой-то, знаете, первозданный, какой-то такой, вот это, знаете, это запах каких-то необычных специй и таких приятных, что вот лично от себя, я вообще мыло 5, но лично от себя за запах я хочу поставить 10, потому что запах необыкновенный, запах офигительный. Это запах, который хочется чувствовать и ощущать вновь и вновь и вновь. А что касается основных свойств, согласен, то, что пишет в описании, совершенно правда, потому что как мыло, оно не лучше, не хуже других. То есть оно нормальное, хорошее мыло, но пена у него чрезвычайно плотная и обильная. Ну прям интересная штука. За это Ольге я хотел бы сказать отдельное спасибо. А следующее на испытание пойдет мыло с нуля, магия трав. Что касается мыла Фи и магия трав, ребят, к сожалению, я всего этого на сайте не нашел. Под видео будет ссылка на ее сайт, но ищите эти мыла сами или задавайте вопросы Ольге. Потому что там всякие другие мыла, там и гусар, и что-то там еще нашел. Даже крем для груди нашел, но нам, мужикам, нафига это надо. А вот Фи и магию трав не нашел. Напишу Ольге, куда она там все это спрятала. Но если кому-то интересно, можете сами напрямую задать ей вопрос. Следующее мыло пойдет это. Обратите внимание на упаковку. Ольга у нас молодец, она прям как Иннокен в парении. Она все свои вот эти вот творения уже делает, как, знаете, как в подарочной упаковке, что ли. Ой, блин, я далек от всего, я далек от того, что вы все это прочтете. Лучше я потом вам коротко все это расскажу. Но вот, а внешнее мыло, представляете, вот так вы что-то купили, да? Кому-то в подарок, себе любимому или еще что-то, и получаете вот такой кусок. Ну разве не приятно? Конечно, приятно. Трав здесь не чувствую, зато чувствую какую-то легкую такую дегтярную нотку. Легкую, такую, чтобы она обозначилась, но не доминировала и приятная. Ну, посмотрим, как оно будет работать. Пока наши основные спонсоры дрыхнут, и мы могли бы заняться своими делами. Мы могли бы рассмотреть кучу бюджетных вариантов. Или кучу бюджетных или совершенно небюджетных вариантов. Также интересно было бы остановиться на вещах от Morris и Farm, которые все вот эти вот бюджетные, небюджетные, Morris и Farm есть у нас благодаря Александру. Но я бы хотел остановиться вот именно на этом. Dark Limes от компании Messner и Tremonti. Не знаю почему, но вот именно потому, что вот оно запало. Ну, ребят, не могу логически объяснить. Наверное, потому что сейчас осень. Я вот на него посмотрел, понюхал и решил, что сегодня будет оно. 200-граммовая банка, забитая полностью. На банке написано, что здесь 200... Ух ты! Пахнет, ребята. На банке написано, что здесь 200 мл. На самом деле, ребята, не обманывайтесь, потому что вовнутрь это общая масса 200. А вовнутрь входить будет всего, по-моему, 12 мл. Банка стеклянная, черная крышка. Оформлена, конечно, ну, очень хорошо оформлена. И мне очень интересно, как оно сегодня сработает. Почему-то у меня такое предчувствие, что все должно быть хорошо. А крем сегодня будет Comb Il Faut от нашей фабрики Свобода, гель после бритья, который предоставил наш подписчик Анатолий, за что ему огромное спасибо, наш Амич. Вот такой вот бюджетненький вариант, который на сегодняшний день стоит буквально копейки, насколько я знаю, от 30 до 100 рублей. Если ошибаюсь, поправьте. Но в таких вот вещах, в таких магазинах, как, в Окее навряд ли вы его найдете. Где его можно найти? Ну, где-то он продается. Короче, найти его, насколько я знаю, не проблема.
А дирижировать всем этим действием сегодня будет один из моих любимых помазков от Мюллей. Вот с такой вот березовой ручкой, которую нам любезно предоставила опасная бритва РФ. Ну, грех, конечно, на такое мыло не запустить такой помазок. Он один из моих любимых, потому что у него внутри есть шарик. Вот сегодня и погоняем. А основную скрипку сегодня будет играть, ребята, Gillette. Gillette Slim. Как говорил продавец, у которого я его покупал в Канаде, это Gillette Slim 1966 L4. Fantastic condition. Что я и могу подтвердить, потому что станок на самом деле у нас находится в фантастической кондиции, несмотря на то, что он 66-го года, и ему на сегодняшний день всего лишь 51 год. А выглядит он, ребята, как 18-летний. Посмотрите. В прошлом видео я говорил, что Fatboy и Slim продается, что они мне в работе не пригодятся, а деньги на приобретение компьютера были бы не лишними. Так вот, ребята, Slim уже ушел, остался только Fatboy. Что же он из себя представляет? Вес станка 71 грамм. Длина ручки 81-82 мм. Длина головы, если мне не изменяет глаз алмаз, получается 41-42 мм. Ее ширина 26. Накатка на ручке. Ну, как вы уже поняли, это бабочка, конечно. Накатка на ручке достаточно информативная и приятная. Пальцы не режет, на тактильном уровне она кроме удовольствия ничего не доставляет. Судя по тому, что я сейчас могу предположить, скорее всего, она будет очень хорошо играть в работе и не будет давать выскальзывать станку при всем при том, не причиняя неудобства вашим пальцем. С этой стороны у нас запорный механизм, здесь у нас крутилка, чтобы открывать нашу бабочку. За нее вращаем, спокойно лепестки расходятся, закрываем. Здесь же у нас есть крутилка, которая позволит нам регулировать агрессивность станка от единицы до девятки. Если у Fatboy 12, у этого 9, чуть-чуть поменьше. Оперировать будем исходя вот из этой отметки. Открываем. Сильно голову напрягать не будем и выеживаться тоже не будем. Сегодня поставим фезер. Парни, спасибо вам за ссылку, в которой вы объяснили, как пользоваться вот этой штукой, что отработанное лезвие нужно запихивать сюда. Честно сказать, не знал. Ну, парень, который это все сказал, что он удивился, что я там какой-то прошаренный гуру и не знаю вот таких простых вещей. Ребята, я никакой не гуру, я точно такой же, как и вы. У нас здесь на форуме, ну да, практически как форум на канале, мы все кучей собираемся и узнаем что-то новое, поправляем друг друга, рассказываем что-то новенькое, даем новую информацию. Вот эта позиция, вот этот вариант меня устраивает гораздо больше. Мы как муравьиная куча, то есть кто-то что-то новое узнал, хлоп в кучку принес, рассказал и знают все. Вот это гораздо интереснее, чем какой-то там гуру, который стоит и вещает с горы: о, пойдем туда. Да иди ты нахрен, гуру. Человек сам решит, куда идти. А вот если ты ему расскажешь, что он встретит по дороге и что будет в конце пути, вот это гораздо интереснее. Человек сам уже решит идти по этой дороге. А если он там встретит то-то и то-то, то как к этому приготовиться? Вот это да, это лучше, это мне нравится больше. Итак, как кто-то сказал, что кто-то из прошаренных, который брился вот на таких станках, я не закрыл до конца, ребята, поэтому кручу спокойно, лучше начинать с малого, потом агрессивность поднимать. Давайте, знаете что, 3, 5, потом 7 и девятка, на 3 прохода нет. Давайте, наверное, тогда начнем с пятерки, следующую на второй проход поставим 7. А потом уже посмотрим, что будет на девятке. В конце концов, я так ни разу не пробовал, мне тоже интересно, что из этого получится. Регулировка агрессивности всегда только при открытых лопатках. Раньше я этого тоже не знал, ну вы же и подсказали, теперь я знаю точно. Все, закрыли, смотрим вылет. Нормальный вылет. Красиво. Ну все, хлопцы, пошли бриться. Итак, наш помазочек уже отмок. Ребят, не обращайте внимания на эту хрень, просто она соединяется с канализацией. Если я ее не буду вставлять, то тут грохот будет, короче. Лучшей пробки я пока не нашел, поэтому вот какая есть, такая есть. Ребята, запах мыла, вот. Есть дети у экрана, нет?
Нету? Отлично. Невъебенный. Извините меня за это слово, но по-другому я сказать не могу, потому что запах на самом деле просто охренительный лично для меня. Я от него фанатею. Здесь Dark Lime, да, конечно же, есть, но эти паразиты еще какой-то хрени сюда напихали, и она так пахнет. Она такой конгломерат замешала. Это... Ой, ребята, это не запах, это просто песня. Так, ладно. Давайте, раз уж он мягенький, видите, мы и будем его набирать как мягенький. То есть помазок полностью воды не будем лишать. Вот такой вот чуть-чуть стряхнем. Так вот. Тырц. И с ним и пойдем работать. Мало того, после того, как наберем помазок, я думаю, что мы еще и в чаше-то для взбивания там маленечко воды оставим. Ну, нехай будет. Как мы с вами успели заметить, мягкие мыла, они как-то нежно и трепетно относятся к воде, и они ее любят. Так не будем их лишать этого удовольствия, в надежде, что и они нас одарят своей вот этой вот ляпотой, что у них тут есть. Так, это выкидывать не будем. Обратите внимание, пена какая-то серая, как и само мыло, прикольно. Ребят, я не жмот и не жлоб, но вот такие вещи, как это можно выкидывать? Именно поэтому я собираю. Да, ласточка, ты смотри, как его пучит, а? Прям прет и прет. Буквально 3-4 оборота и опять прет. Ну смотрите. Прям на заглядение. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Я не знаю, вы увидели или нет, влага лишняя уже повыходила, пена поменяла структуру, она стала более плотной, хотя вот свою пышность она как таковую-то не утратила. Просто эта пышность приобрела более конкретные, более выраженные формы, не такие воздушные, как были поначалу, когда было много воды. Я думаю, хватит его уже теребонить, чтобы выбить с него пену. Давайте уже, наверное, на этом остановимся. Что ты подучая на тебя напала? Ну вот, опять как новенькая. А мы приступим к нашему основному священнодействию. Влаги за счет того, что первая пена была перенасыщена ею, здесь более чем, пока добавлять не буду. Давайте, наверное, попробуем среднеарифметическое найти между первой и последней пеной и посмотрим, что из этого получится. Если не будет хватать влаги, мы, конечно же, добавим. А нет. Приняли правильное решение. Смотрите, оно как замешалось и превратилось в какую-то однородную, более-менее употребимую, такую годную консистенцию. Вот именно ту, которую было бы неплохо и запустить уже в работу. Не пришлось разбавлять водой. Настолько плотная, что даже на помазке не хочет оставаться. Ну-ка, дай-ка я тебя еще взбодрю. Что ты у меня выделываешься? Да, помазок-то по большому счету не для того, чтобы чашу сбивать, у него слишком не длинная ручка. Но тем не менее чаша широкая, и смотрите, неплохо получается. Он, правда, весь увозюкался, но тем не менее усики вот уже появились. Как на помазке, так и в чаше. Смотрите, лишние 30 секунд работы к чему привели. Усы стали более выраженные. Вот видите, даже тонкий болтается. А объем пены увеличился. Я думаю, что нам этого с лихвой хватит для побриться. Поэтому давайте его уже не будем мурыжить. Хотя вот те вон пузырьки, видите, на стенках, они крупные. Почему-то меня это напрягает. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну что, запускаем компресс и бритье. Сделал одно маленькое глупое упущение. Так увлекся взбиванием пены, что даже не использовал это же мыло в качестве пришеева. Стоило бы, парни, потому что производитель даже намекивает: ребята, наше мыло и как пришеев вот так вот работает. Ну, не успел проверить, а теперь что уже? Все уже. У кого есть такая тормантина или собирается только купить, ребят, ну, работает, наверное. По крайней мере, производитель так говорит.
кто там, Элочка Людоедова или кто говорил, умереть не встать. Вот. Я понял, почему я это мыло выбрал. Оно в осень, как в десяточку, вот так вот бьет. Есть что-то такое, знаете, вот пронзительное, осеннее, с желтой листвой. Ты идешь, она шелестит под ногами. Кругом не холодно и не тепло. Какие-то 17-18 градусов, но листья уже попадали. И идет намек на чуть-чуть такую прохладную погоду. Но ты тепло одет, и тебе совершенно пофигу. И поэтому ты вдыхаешь этот аромат, идешь, пинаешь листья, они шуршат. А тебе просто хорошо, и ты никуда не торопишься. А воздух такой же пронзительный, как желтые и красные листья. Он прям затекает тебе туда, там остается. И ты чувствуешь, как у тебя все это раскрывается. Тебе просто хочется взлететь над этим желтым, зеленым, красным садом и просто летать. Да как сука-то ворона. Кар, куда хочу, туда лечу. Куда хочу, куда лечу. Просто не думать ни о чем. Просто вот оно, ребята, что-то есть вот такое. Ля-ля. Не хочу забегать вперед, не знаем мы еще, как оно будет в брите. Но пока это не мыло, это просто песня. И по запаху, и по фактуре. Посмотрите, как ложится. Я понимаю, что то, что на лице, оно зачастую зависит от помазка также. Но я не думаю, что вот этот помазок, хотя он и хорош, конечно, несомненно, сыграл какую-то такую основополагающую роль, что у нас с вами получилось вот это. Нет. Ну что же, как пробовали, вернее, как планировали, жилет Slim 1966 AL4 Fantastic Condition на 5-й позиции, in 5 position. Тот же самый бархат, как будто ты идешь по бархату из листьев. Вот как в кассу это все ложится, а? Тупень, просто тупень. Вот если бы на фэтбое с 5 начал, вот. Физер и 5-я позиция на слиме, это бинго, это попадание в десяточку. Вот лично для меня. Я не знаю, может быть у кого-то как-то по-другому, но вот сейчас просто, знаете, вот кубики складываются, и под конец хлоп, все сложилось, мозаика срослась. Я чуть камеру переставил, в надежде, что вам будет лучше видно. Если этого недостаточно, скажите, я еще помаракую, то что-нибудь можно придумать. Смотри. Собрал. Ну, 5-я позиция, она есть 5-я позиция, то есть мы сейчас, получается, где-то чуть-чуть до 89-й головы не дотягиваем, чуть-чуть пониже. То есть вот отсюда этот бархат, а камельки, которые остались на лице, они говорят: слышь, брат, что-то ниже среднего, дай-ка что-то там поагрессивней дадим, нормально. А мыло на лице осталось вполне себе. Значит, уходовые у него есть, полностью оно лезвиями снимается и продолжает работать. Угу, хорошо. Так, прежде чем намылимся, давайте его все-таки на 7 переставим, посмотрим, что оно там из себя будет представлять.
Так, на 2 раза щелк, опять закрываем и убираем. Чуть-чуть, совсем маленько добавим влаги. Ну и нашим совершенно охреневшим по мазкам, он там в пене просто купается. Ну понятно, чаша не его, он маленький, он как упал и как айда там валяться. Ну, слава богу, мне его недолго в руках нужно держать, но за счет того, что у него ручка в бересте, пофигу мороз. Совершенно. Даже не пугает, я его уверенно держу, и все нормально, и все хорошо. Мыло из чашки просто. Это Катюша. Это Катюша фигачит, тут все по квадратам повыбило, тут другого запаха в ванной сейчас нет. Забито все этим запахом. И я кайфую, и хорошо. Кстати, парни, еще одно преимущество мыла для бритья над кремом для бритья. Даже если будет хороший, супер-пупер крем, вот как для меня, допустим, Латоха, для кого-то там еще какой-то. Очень серьезный недостаток любого, совершенно любого крема. Это то, что он крем, он в тюбике. Вы побрились, вы хапанули вот этого запаха, который вам нравится, он вам в кайф, все хорошо, все здорово. Тюбик закрыли, финита ля комедия, прости, прощай. С мылом же все совершенно иначе. Вы его помыли, привели в порядок, в первозданное состояние привели и оставили сушиться. И ванна такое амбре. У меня любимая заходит. Ее носик любопытный, он ее сразу же приводит туда, куда нужно. А что это пахнет? А что это такое? А дай попробовать. Вот так вот она у меня одно мыло розовое вела. Но на обзоре оно все равно еще будет, благодаря моим подписчикам. У меня вот парочка было. Но человеку понравилось. Ну как можно любимой отказать? Да никак. Тем более, что она им уже парочку раз побрилась, она от него в восторге. Это не мыло, это крем такой, наш мягенький. Ну я покажу еще. Хорошо отсыпал. Угу. Как интересно. Вы знаете, я ее чувствую. Добавилась агрессивность, но не та агрессивность, которая выбивает из седла и говорит, да ну на, нет. А вот чувствую, что просто качество инструментов возросло. Естественно, нужно чуть-чуть осторожности-то добавить, чтобы вот такой вот фигни, как у меня здесь сейчас, чтобы ее не было, чтобы избежать. Да. Вот. Уже что-то. По сути, если куда-то на выход, можно было бы уже вот так идти, потому что визуально нет ничего. Тактильно, да, вы еще что-то там где-то можете найти. Так, наверное, воды не буду добавлять, а вот просто еще. Блин, какой же запах. Просто. Будоражащий. В России такого запаха, увы. Он на фон осени ложится очень хорошо, но в России я бы такого запаха, наверное, сказал, что не найти. Я не знаю где. Это что-то буржуинское, ярко выраженное. И причем не какой-то вы там город буржуинский приехали, а вам нужно будет какие-то то ли горы, то ли леса, то ли еще куда-то буржуинские забираться, чтобы вот этот запах почувствовать. У нас такого я даже на севере не встречал. Ну, в смысле, как на севере? Ну, в тайге на севере, я это имел в виду. Так, стоять, Маруська.
А ему пофигу. Он не стоит, опять завалился и в пене вот так вот колтыхается. Ну, смотрите. Так. А, что это я? Что это я? Миль, пардон, плезир прошел. Так, давайте мы тебя на 9 сейчас переставим. Переходит с явно выраженным щелчком. И каждый раз, когда вы переставляете, вы слышите щелк, щелк, щелк. Ну, могу сказать, что 9 это нет. Пожалуй, нет, я все-таки с нее уйду. В конце объясню почему. Просто появилась уже не камильфо. 9 это все равно шестерка на прогрессе. Там лезвия уже начинают так вот вибрировать, по крайней мере, я это так воспринимаю. А вибрирующий фезер на своем станке, ну, я и сам не хочу, и вам бы никому не посоветовал. 7, вот это да, это хорошо. Переставил на 7. Во. Вот это оно. Beautiful. Так, но этот Beautiful все-таки не полный. Вот здесь вот еще кое-что осталось. Сейчас мы с вами это уберем. Перед этим я вам покажу ту порнографию, которая творится в чашке, потому что помазок весь стык потерял. Он в эту пену ударился во все тяжкие, он только вот задницу еще не испачкал. И то потому, что, наверное, не успел. А пены, смотрите, сколько. Она не уменьшается. Это волшебный горшочек. Я думаю, что если сейчас собрать все, то это будет более чем дофига. Но вот это выковыривать, я не знаю, есть ли смысл, потому что совершенно неприличные объемы, которые не потеряли ни эластичности, ни стойкости. Нет тут никакого ни гипса, ни алебастра, сухости вообще никакой не вижу. То есть, ну, это вот как было там 15 минут назад, таким оно и осталось. То есть это вот, это вот. И это вот еще и пахнет охренительно, ребят. Фу ты, блин. Я бы туда всю голову не только нос засунул. Реально, реально вкусно. Блядь, это мое. Yes, today. Yes, оттуда и туда, today. Прям вообще. Козырной чувак. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? Продолжение забыл что-то. Ну, вы его знаете, наверное, там в комментах, если что, потом напишите. Хорошо. Парни, давно не было такого, что в какой-то пене просто реально хотелось купаться. Вот в этой хочется. Угу. Так, ну давай посмотрим, что у нас тут осталось. Угу.
Не, ну хватит, дальше вылизываться уже просто неприлично. Ребят, вот, пожалуй, что и все. Сейчас быстренько все это уберу, уходим на автошейв, который у нас сегодня гель. Ну и продолжим. Фух, шарман. Шарман просто beautiful. Ребят, вы знаете, по впечатлениям, основную скрипку в этих впечатлениях играет, конечно же, мыло. А вторую Слим порадовал. За помазок говорить ничего не буду, потому что он своих свойств, своих качеств за это время не потерял. К сожалению, не каждый его может себе позволить за счет того, что он оформлен необычным образом. И там основную скрипку в цене, то есть доминанту, на себя взяла, конечно же, ручка. Сам по себе узел, который есть в этом помазке, он достаточно такой бюджетный, скажем так, не какие-то великие деньги. А вот ручка, да. Не знаю, что там за нанотехнологии, но Мюлле оценили эту ручку именно в такую цену. Ну, вот как-то вот так получается. Но сам по себе станок, конечно, офигительный, просто офигительный. Давайте посмотрим, что умеет у нас фабрика Свобода. Ком или Фаут. Разучилась, не разучилась. Запакованный полностью. Сейчас его распаковываем. И как же? Мне не брызгает. Наверное, почему-то еще никто на него не надавил. Прозрачный, прозрачный, такого нежно-голубого цвета. Ты, блин. Повлажный хорошо расходится. Мой любимый запах. Какой же он, блин. Ой, ребята, must have. Однозначно. Это с моей колокольни. Вы решайте сами. Для меня лично must have. Офигительный запах. Это запах спорта, это запах юности, это запах молодых пацанов, которые вот еще, знаете, видно, что вот он спортсмен, видно по рукам, по ногам, как он движется. Спортивный человек, он всегда идет несколько иначе, точно так же, как человек, который прошел какую-то подготовку. Он не волочится. Даже если он от природы сутулый, ну вот, например, как я, не горбатый, но сутулый, он все равно идет как-то иначе, у него другие движения, он по-другому ноги ставит, и это видно сразу. Так вот, это их запах. Видно, что человек не такой, как все. Он не идет, вот, нет, у него этого нет, он идет, у него взгляд блестит, вот это все другое, вот. Это какая-то молодость, это свежесть, это энерджайзер такой, знаете, своеобразный, офигительная штука. И пофигу мороз, даже если бы он стоил 1000 рублей, я бы все равно сказал то же самое, но на наше счастье, ребята, он не стоит 1000 рублей, он стоит значительно дешевле, насколько я знаю, ну, что-то там 30, 50, 40, там, ну до 100 рублей, что-то вот такое вот совершенно. Ребята, офигительная штука. Не знаю, как он быстро будет высыхать, сейчас пока мы с вами поболтаем, возможно, это уже станет понятно, но работает пока. А запах, я бы такой одеколончик не отказался бы поиметь. Очень. Блин, вот я ворона, одеколон номера профукал. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Так вот, а что сейчас-то? Не будем думать. Сейчас перейдем. Одеколоном номера пускай будет шипор, ребята, королевский. Хоть он и был, но сейчас вот на скидку, я раз уж профукал этот момент, я крупным планом не смогу вам его показать, и хотелось бы. И если брать какой-то другой, без крупного плана, сами понимаете, как бы ну его нафиг. Тем более шипор с моей колокольни, это старая добрая гвардия, и, наверное, где-то, ну, как я думаю, процентах 80 из 100 он всегда выстреливает. То есть абсолютное большинство тех мужиков, которых я знаю, нормальный и достаточно недорогой. Тем более королевский шипор и просто шипор, ребят, не путайте, это разные одеколоны. Королевский он более мягкий, он, понимаете, у него, это тоже алмаз, он блестит ничуть не хуже, чем обычный шипор, но у него эти грани сглажены, не то чтобы завуалированы, они просто не такие острые, выпирающие. И вот на этих вот сглаживаниях, на этих радиусах вот вся прелесть этого одеколона и выстреливает. Он пахнет необыкновенно. Да чё уже, господи. Так, давайте. Вот это поношено. Как я узнаю, высох или нет? Блин, ворона. Короче, ребята, осень. Прет не по-детски.
Так, кого там раздражает, когда я под мышкой руками лезу? Отвернитесь, пожалуйста. Я не могу себе отказать в удовольствии. Так, ну все. Вроде совсем разобрались. В следующий раз, парни, обещаю не забыть, потому что одеколонов еще как у дурака махорки, все надо показывать. Отдельный обзор что-то подумал, ну что это? А вот в каждом помаленечку и покажем. Все нормально будет. Итак, ну что, мыло, наверное, да? Ребята, мыло 10 по 10-бальной скале, если, допустим, пятерка железно, да, пятерка тут железно, балл за пену. Такую пену я встречал, но давно уже не встречал. И, на мой взгляд, пена здесь заслуживает всяческих похвал. За что? За пенообразование. Как она себя ведет, как она приходит в конечную стадию консистенцию, как она переживает все время бритья. То есть на протяжении, допустим, там 5-10-15 минут она своих свойств практически не меняет. Это говорит о том, что вам все равно с чем ее употреблять. Со станком, с шаветкой, с бритвой, с опасной. Она всегда будет одной и той же фактуры. И у вас не будет опасности, если, допустим, вы стоите с шаветкой, а под конец бритья она у вас в гипс превратила. Ну вот иди там веди, а самому-то сыкотно будет. А ну как сейчас залипнет. Ты что? Башка, плечь долой, или как там королева эта бубновая говорила. Ребята, обалденное скольжение. Великолепная. С лица полностью вы ее не снимете. Фактура такова, что даже после того, как вы станком пройдете, там все равно много чего остается и дает вам возможности не только добрить, но еще и понимание того, что за вашей кожей-то приглядывают, и маленькие гномики там бегают, окучивают, там взбадривают ваши грядки, и ваш эпителий, или как это там называется, все будет в порядке, все будет нормально, все хорошо. Не забивает кровь. Видели, я тут маленечко там шварканул дурости. Вот не то чтобы совсем, а вот на 50%. Но с другой стороны, ну оно такое, какое есть. И вот по этой категории я бы, например, это мыло даже не оценял, потому что, ну, по большому счету, мыло не предназначено для того, чтобы останавливать. Останавливает хорошо, не останавливает, но особой трагедии я тоже не вижу. Что же касается запаха. Запаха, ребята, тут просто вот материться хочется, правда. Запаха такая, что даже вот у меня хорошо, что вы сейчас без пива, там, без 100 грамм. Сейчас бы такое тут сказал, вот мама не горюй. На самом деле запах бомбический. Да это не то, это совсем охрененный запах, ребята. Вот для меня лично просто вот офигеть. Вот за один запах я готов этому мылу 10 поставить, потому что ребята так все в кучу собрали. Если убрать эпитеты, это запах мужской, ярко выраженный. Запах взрослого человека, который следит за собой и не чмошник 100%. И даже не то, чтобы не чмошник, не растеряха. Он не выглядит каким-то несобранным. Это элегантный взрослый мужик, который в жизни уже что-то видел, что-то понимает, и он ясно отдает себе отчет. Вот это плохо, вот это хорошо, а это вообще просто серенькое. Вот тут можно сказать, тут лучше промолчать, а тут лучше в рыло заехать. То есть, ну, тут, понимаете, вот какой-то готовый, законченный продукт, он уже состоялся. И вот именно это все запах подчеркивает. Да, конечно, там какие-то составляющие написано, что-то там нарисовано, там лайм, не лайм, вот это все фигня. Вы не поймете из этого описания ровным счетом ничего. Вы что-то начнете понимать, когда вы начнете осязать этот запах. А запах, ребята, сразу как открытая книга. Все, друг, ты по адресу. Пошли, я тебе все расскажу. Вот это вот он. Ой, кошерный, обалденный. Ребята, вот давно я 10 за какой-то продукт не ставил. И хотел бы я еще попридержать, мало ли, вдруг что-то лучше будет. Но вот в этом случае я даже жопиться не буду. Вот, 10. Галимая, ярко выраженная 10. Я вначале, когда не мог 200-миллиметровые баночки найти, миллилитровые, думал, блин, куда они все подевались? Все эти 95 или 90, сколько там по 25 баксов выскакивает. Думаю, ну ёпарас, это 200-ка, наверное, вообще будет стоить как космолет. Не, нашел 200-ки, они точно так же 25 евро стоят. Ну, там цена вполне себе за этот продукт. И вот, кстати, это тот продукт, где я даже за цену бы не стал думать. Вот лично я. Если бы друг у меня спросил, а что, да говорит, не парься, 25 отдай, 30, да и хрен с ним, 35, ну,
Да, дай раз все равно берешь, тебе этой банки на 2 года хватит. А здесь всего лишь 25, ребят. Так что я не знаю. Сашке огромное спасибо тебе, Саня. Там, слышишь, наверняка галочку поставь, молоток. Саня, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность показать пацанам и попробовать такое мыло. Мыло офигенное, ребята. Я больше чем уверен, Сашке оно тоже нравилось. Поэтому для меня это просто just a perfect. Вот. Все, уведите меня, я сейчас еще что-нибудь скажу. Станок. Станок, ребята, удивил и порадовал. А еще больше порадовал тот способ, которым мы им брились. Вот с 5 на 7 мне вообще понравилось. Да, некоторые, скажем так, ну вот тут не знаю, что сработало, но на лице уже практически нет ничего. Ну да, одеколона прошел, что там, если и был какой-то гель. Он четко успел поработать, а потом все это сняло, да и все. Вот. Ни тяти, ни мяти, ни раздражения, все на месте, все нормально, все хорошо. Четкая, классная, взвешенная, сбалансированная, до конца выверенная, хорошо продуманная машина, которую делали 50 лет назад. Я таки жилет прекрасно понимаю, почему они ушли от этого продукта, потому что для любой компании, пофигу для какой, вот всегда выгоднее производить тот продукт, который будут потреблять, а потом выкидывать. Это всегда выгоднее, чем ты сделаешь какой-то продукт, который вот как этот, например, 50 лет хрен, что ему? Да ничего. И он работает и работает, и только лезвие к нему производи. Но только с другой стороны лезвия, это видишь, они это лезвие. А вот когда у тебя целая бритвенная система, основанная на одноразовых лезвиях, вот это другой коленкор. Опять же, стоимость лезвия, стоимость кассет вы тоже должны понимать. Поэтому вот компания Жилеты пошла по этому пути. Она более надежную, более выверенную, но не такую дорогую систему покрыла мраком, а более дешевую для них, но не для нас, систему запустила производство. Так что вот с моей точки зрения, с экономической, все здорово, все нормально, все взвешено. Станок лялечка. Очень рад, что он нашел уже хорошие руки, и я рад, что отдаю человеку обалденную шикарную машину, и я больше чем уверен, она ему послужит еще не 1 год, а возможно не только ему, а еще и его и детям, и правнукам. Вот еще фэтбой пристрою, и все, и сердце будет в порядке. А так, обалденная, хорошая, классная машина. И, кстати, понимаю людей, которые вот эти вот фэтбои, слимы, там градуируют их по цветам. О, это красненький, это желтенький, это вот, допустим, там черненький, этот с коричневой ручкой, а этот такого года, такого года. Ребята, я не знаю, какие изменения там носили в зависимости по годам, но то, что вот этот вот 66-го года L4 классный, мне было бы, например, интересно. А как вот, допустим, другого года выпуска и другого месяца? Потому что вот L4, насколько я понимаю, это указывает декаду, в которой был произведен там 1, 2, 3 или 4. Ну, могу ошибаться, поправьте, если не так. Хорошая штука. За помазок, ребят, я уже все сказал. И он за себя все сказал. Это рабочая лошадь с шикарным, обалденным верхом и достаточно недорогим, который сам по себе стоит, ну там что-то, ну 1000, 2, 3, или я не знаю, сколько он там стоит. И с офигительно красивым, но совершенно неприлично, нескромно, дорогим низом. То есть в работе он приносит упоение, в работе ты получаешь от него удовольствие. Но рекомендовать ли его всем? А рекомендовать могу, но не все смогут взять. Потому что 11 косарей за помазок, ну это, скажем так, ну для состоятельных людей, то есть которые могут себе позволить сделать такие траты. А для сегодняшнего дня, для обычного человека, ну я больше чем уверен, что это непостижимая роскошь, и можно взять, скажем так, много чего другого за эти деньги еще дешевле. Яркий пример тому, послушал вас, один из подписчиков, да и не один-то, по-моему, несколько даже. Вадим, да вон там Яги, смотри, китайские помазки. Я ответил в обычной своей манере, ребят, в Китае я ошибся 3 раза, обжегся. Там за 15 баксов, за 25, за 40 брал Г. Вот такую соплю получил, спасибо. Вы там делайте, что хотите, а мне больше не надо. Убедил, Вадим, попробуй, у меня есть, он классный, вот это, он такой. Короче, блин, ну ладно, хорошо. Зашел на их сайт, говорю, ребят, ну вот если хотите, давайте покажу. Ребята захотели. Захотели, сейчас уже посылка идет, она отметилась уже, по-моему, то ли на границе, то ли где-то там. Едет, ребята, 7 помазков.
Что едет, я не знаю. Когда спросили: Вадим, а что ты хочешь, чтобы мы тебе прислали? Я сказал: ребят, пофигу, ваша компания, вот вы ее и представляете. То есть вот что покажете, то я людям и покажу. Поэтому что там едет, ребята, я не знаю. Может быть, какое-то днище последнее, а может быть, там что-то супер-пупер, что у них даже на полке нет. Я не могу сказать. Вот когда придет, мы вместе с вами и посмотрим. Поэтому сейчас давайте впереди паровоза бежать не будем. Шипер. Must have. Ребят, за те деньги, что он стоит, это даже не парьтесь. Просто возьмите на крайняк, на крайняк. Если не понравится, ну будете летом от комаров использовать. Комары его обожают. Как-то у него, как у пердоли сразу на 15 километров. А, королевский шипер нашел дурака. Не, я лучше там пососу. Я пососу сказал. Ну а что еще комары делают? Ну да, наверное, это же кровь сосут. Ну, на этом, пожалуй, что и все. Все у нас было, все сказал. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья, душевного спокойствия. И чтобы осень у вас в душе открывала точно такие же ворота в параллельный мир, как она открывает у меня. А возможно даже, чтобы еще и дальше заносила, но не уносила, чтобы голову не теряли. Давайте, ребят, до новых встреч. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал.